Приветствую вас, мои ласточки, с вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я», ссылка вот на канал. А мы сегодня с вами поговорим о 3 самых больших женских ошибках, с которых начинаются все проблемы в любви. И именно эти 3 ошибки являются причиной того, что женщина зависает в одиночестве, как в болоте, и не понимает, что она с этим может сделать. Если вдруг мы не знакомы, напоминаю, я Алла Касаткина, я психолог, почти 20 лет работаю с женщинами, помогая им найти свое счастье и реализоваться в жизни. А если вы еще не подписаны на канал, красную кнопку жмем, если она серенькая, не трогаем ее, пишем комментарии, это очень любит YouTube, очень нравится мне. Кстати, тогда вы можете задать свои вопросы, поспорить со мной, высказать свое мнение, мне оно тоже очень интересно. Итак, как только мы сворачиваем на дорожке в любви не в ту сторону, совершая первые 3 ошибки, мы уходим в никуда. Мы уходим в вязкое болото, которое называется сомнение и одиночество. И из этого болота выбраться достаточно сложно. Почему? Потому что вы продолжаете каждый раз повторять те же ошибки. Давайте разберем каждую из них. Первая ошибка, самая важная, это когда мы, я имею в виду женщины, мы по-детски верим в то, что в жизни может случиться чудо, в нашей жизни может случиться сказка, найдется тот принц, который придет и принесет в нашу жизнь все, чего нам хочется. Если не было любви, принесет любовь, если не было денег, притащит кучу денег, если не было заботы, окружит нас заботой, задушит, может быть, даже ей, он сделает все то, чего нам не хватало. Не было статуса, на тебе статуса, не было признания, на тебе корону, не было того, не было сего, на тебе вот это, 5-е, 10-е. И мы сидим и ждем, когда это случится, когда в нашей жизни вдруг разверзнутся небеса и начнется сказка. Никогда. Сразу говорю, никогда сказка не начнется. Потому что, когда вы живете в режиме сумасшедшего дефицита, и вам этого всю жизнь не хватает, вас всю жизнь будут обманывать и ловить на иллюзию этой сказки и использовать. К сожалению, так бывает, потому что сказка происходит только в сказке. И то, для того, чтобы в сказке случилось чудо, там есть определенные условия. Но мы сейчас не об условиях, а о том, что держит в одиночестве. Это была первая ошибка. Вторая ошибка, я бы сказала, даже вторая крайность, когда мы из одного в другой, первая сидели, ждали, пока свершится чудо, а вторая, это когда мы говорим, ни хрена, я уже наждалась сказки, мне уже надоело ее ждать, я теперь буду творить чудеса своими руками, я теперь буду выбирать, они пусть передо мной попрыгают. И что начинается? Женщина совершает вторую ошибку, которая потом надолго задержит ее в одиночестве. Женщина начинает перебирать. Женщина думает, что она себе обеспечивает богатый выбор и ходит, перебирает, смотрит, знакомится, общается, пробует на зуб, пробует на... В общем, каким угодно способом, как она себе считает важным, пробует. Но что получается? Она настолько увлекается перебиранием вариантов, что она не может сосредоточиться на каком-то одном конкретном и не может получить то, чего она желает. Почему? Потому что она зависла в процессе перебора. Она не знает, что делать дальше, она не знает, какие у нее основные критерии. Вот я найду своего, а потом разберусь. Очень часто такие женщины мне говорят, найду подходящего, а потом разберусь, что с ним делать. Так вот, не найдете. Пока вы перебираете, вы никого найти не можете, потому что ваша задача перебирать. Перебирать. И все. Не совершайте эту ошибку, задайте себе четкие критерии, какой мужчина вам нужен, для чего он вам нужен, чего вы хотите получать в этих отношениях. Во всяком случае, тогда у вас в глазах резкости при взгляде на мужчин будет намного больше. И вы будете увереннее себя чувствовать, вас не будут постоянно метаться и разрывать на части сомнения, а вдруг где-то бегает мужик лучше, чем этот, или не зря ли я послала предыдущего, у вас отпадет эта часть, и вы себя будете чувствовать намного комфортнее. А мы переходим к 3-й ошибке. 3-я ошибка, она где-то посередине между первыми 2. Она называется сомнение в себе. Это когда женщина считает, что она недостаточно хороша для того, чтобы ее любили хорошие мужчины, недостаточно молода
чтобы выйти еще раз замуж, недостаточно реализована в жизни, чтобы обратить на себя внимание кого-то, недостаточно стройна, недостаточно красива, недостаточно умна, недостаточно глупа, недостаточно болтлива или недостаточно молчалива. Короче говоря, чего-то не хватает. Найти в себе, чего у нас не хватает, поверьте мне, можно даже в идеальном чем-то найти изъяны. Главное поставить себе цель, а изъянов найти можно. До тех пор, пока вы считаете себя ущербной настолько, что вы не можете устроить свою жизнь, у вас ее не будет. Или вы будете соглашаться на что попало, где вы будете чувствовать себя некомфортно. Так вот, оглядитесь по сторонам. Неидеальных женщин вокруг вас 99,9%. Обратите внимание, почти большинство из них, я бы даже сказала, я хотела сказать почти все, но большинство из них имеют те отношения, которые их устраивают. Чем вы хуже? Чем вы хуже? Вы тоже можете иметь отношения, вы тоже можете быть счастливыми, потому что вам не нужен идеальный мужчина. Вы сдохнете со скуки с ним. Вам нужен мужчина, который подходит под такие ваши особенности характера, под такую вашу несовершенность, с которым вам будет хорошо. Вот и все. Поэтому, мои хорошие, вот эти 3 важные ошибки, которые совершают женщины, и они вынуждены потом застревать в одиночестве. Если вам оно надоело, я имею в виду одиночество, обратите внимание, какую из 3 ошибок совершаете вы. Я подсказала, что нужно сделать, чтобы ситуация изменилась. Меняйте свою жизнь, получайте те отношения, которые вам дают ресурсность, которые дают вам радость, которые дают вам ощущение наполненности, которые окрыляют вас и где вам хорошо. Будьте счастливы. Хотите со мной поспорить или подсказать мне еще какие-то ошибки, которых я не досмотрела? Милости прошу в комментарии, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, откомментирую ваше мнение, услышу ваше возражение. Мне это тоже очень интересно. Лайки ставим, это нравится мне и Ютубу. А я тогда буду понимать, стоит ли продолжать эту тему. С вами была Алла Касаткина, проект «Ладная я». Пока-пока, ласточки, до следующих встреч.